Смотрите, чтобы не затягивать видео, я провязала уже, ну, чтобы вам наглядно показать, да, для мальчиков, да, мы вяжем, смотрите, для девочек то же самое, да, все делаем. Сделала я по 2 убавки, сейчас буду делать по 3. Получается, что я провязывала 6 рядов и в 7 убавка, 6 рядов, в 7 убавка. Вот очередной раз я провязала 6 рядов, теперь убавка. Мы провязываем 8 петель. 8 это наша грудка, 8 здесь, 8 здесь. 8 петелек мы провязываем и делаем убавку с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И убавку мы переворачиваем петли. То есть нам нужно сделать, провязать 2 вместе с наклоном влево. Вот. А с этой стороны мы переворачивать ничего не будем. Здесь у нас будет 2 вместе с наклоном вправо. А теперь мы вяжем до этой спицы и не довязываем до конца спицы 10 петель. Смотрите, последняя спица у меня 10 петель я не довязала, и теперь просто 2 вместе провязываем. Так, 2 петли вместе, и они у нас ложатся вправо с наклоном вправо. Все, довязываем ряд до конца. Так нужно вам будет сделать 3 раза. То есть провязываем 6 рядов, в 7 делаем убавки. 6 рядов, в 7 убавки. Вот, посмотрите, видите, 6 рядов, в 7 убавки, 6 рядов, в 7 убавки. И вот так 3 раза по 3 петли нам нужно будет сделать убавки. Вот. А потом мы с вами вяжем 10, чтобы от начала проймы или от конца проймы, да, было у нас 10 сантиметров для мальчиков, повторяю, для мальчиков, да, 10 сантиметров, то есть получается еще раз, да, мне можно будет сделать 6 рядов, да, получается в 7. Ну, можно в принципе сделать еще одну убавку 4. Здесь, как видите, много, да, вот, ну, окружность большая у нас еще. Можно еще сделать одну. Вот. У кого осталось мало петелек, не обязательно, но я сделаю. Но опять-таки же, да, мы сделаем последнюю убавку, или то есть довяжем 10 сантиметров и встретимся с вами, когда у вас здесь тоже будет 10 сантиметров, у меня будет 10 сантиметров, и мы начнем с вами уже формировать, вывязывать нашу вот здесь вот резиночку. Провязала я, еще раз сделала убавку, значит получилось 4 убавки. Было у нас с вами 78 петель, осталось соответственно 70. Это что касается мальчиков. Что касается девочек, девочки вяжут до паха. То есть, ну, если в моем, как бы, у девочки 15 сантиметров, то девочки вяжут 13 сантиметров и 2 сантиметра сейчас мы будем вывязывать резиночку, да. У нас у мальчика здесь расстояние до причинного места 12 сантиметров, мы с вами провязали 10, и сейчас 2 сантиметра нам вот здесь вот на пузике нужно провязать вот эти вот 2 сантиметра резиночкой, чтобы вот это место, да, у нас с вами собралось. У девочек та же песня, да, если у вас 15 сантиметров, значит вы вяжете 12, ну, например, да, 3 резинки, или 13 и 2 сантиметра резинки, да, вот, вы вяжете до самого паха. Мальчики, мы с вами связали до причинного места, не доходя 2 сантиметра. Вот. Сейчас мы будем, вот я распределила, смотрите, вот 8 петель, всего вот здесь от конца спицы, да, до маркера 12 петель, и здесь тоже от начала до маркера 12 петель. Почему 12? 8 мы с вами закроем на пузо, а 4 у нас так и пойдут, вот эти петли, вот они, 4 петли резинки, они будут у нас, вот видите, вот так вот. Вот это останется, так и пойдет у нас, это чтобы край у нас не закручивался. А по 8 петель, вот эти вот середку, мы с вами закроем. Вот. Я повторюсь, что вот эта модель для мальчика и, ну, самое оптимальное то. Да, почему? Потому что
ну, девочки, если могут себе позволить, да, по кругу провязать резиночку, сделать укороченные ряды, то у мальчиков получается или вот это торчит, резинка, или попа вот так все притягивает, то есть как бы нужного функционала для мальчиков не достигается той моделью. Вот эта модель для мальчика самая оптимальная. Вот, тоже все выяснили экспериментальным путем. Теперь, смотрите, у нас с вами будет резинка, да, вот идти одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, да, и будет заканчиваться вот здесь изнаночной перед маркером. Здесь после маркера она будет начинаться с изнаночной. Вот, прошу как бы, ну, внимательно к этому отнестись. И вот здесь получится у нас в центре 2 лицевых. Это ничего страшного абсолютно. Кому это как бы мозолит глаз, можете здесь сделать убавку, у вас будет одна изнаночная. Да, кому это как бы большой роли не играет, то у нас будет кончаться изнаночной и начинаться изнаночной. То есть здесь по центру у нас будет 2 изнаночные. Вот. Таким образом, да, остальную часть свитера мы вяжем все лицевыми, все лицевая гладь. Резиночка у нас будет только вот в этом месте. Вот. Так мы вяжем с вами 2 сантиметра, а потом будем с вами уже закрывать. Сейчас я провяжу несколько рядков. Вы, может быть, не бегите впереди паровоза, вы сейчас посмотрите, да, как это будет выглядеть, чтобы было понятнее. Смотрите, вот я чередую: одна лицевая, одна изнаночная, и так до маркера я прохожу все 12 петель, которые я себе заложила. Лицевая и последняя у меня изнаночная. Ой, этот маркер я могу теперь снять. Я эту изнаночную петлю не потеряю. Все. Дальше весь свитер до маркера следующего, да, до второго, я провязываю все лицевыми петлями. А вот мы 4-ю спицу провязываем, да, довязываем мы до маркера все лицевые у нас идут. Маркер я тоже могу убрать. И после маркера мы начинаем с изнаночной. И точно так же чередуем. Одна изнаночная, одна лицевая. И так до конца нашего ряда. Все. Мы с вами распределили уже все петли. Пока, да, на этом этапе я имею в виду. Так, мы с вами провязываем 2 сантиметра. Вот. Видите, я про что говорила, вот про эти 2 лицевых в центре. Тут у нас как бы везде чередуется одна через одну, а здесь у нас получается 2. Ну, опять-таки же говорю, да, или сделайте здесь убавку, соедините, у вас будет 1 петля лицевая, или же оставьте так, как есть. Все, вот так мы вяжем, да. Девочки так начинают вязать с 13 сантиметра. Точно так же у девочек. Сейчас мы пока вяжем для мальчиков. Ну, в принципе, да, какой смысл мне снимать еще одно видео для девочек, если у них идет то же самое, только на 2 сантиметра позже. Правильно? Правильно. Так что вяжем и мальчики, и девочки, и встретимся уже через 2 сантиметра. Провязалось у нас с вами, смотрите, 12 сантиметров, да, до причинного нашего места. Вот, да. Вот наша резиночка. А я не довязала до конца 1 спицу. Вот видите, где ниточка у меня осталась. Вот, и потому что мы сейчас с вами будем закрывать вот отсюда. Мы провязываем с вами, смотрите, если у вас такое же количество, ну, в общем, от конца отсчитываем 8 петель. 1, 2, 3, 4, да, вот эти 8 петель нам с вами нужно закрыть с этой спицы и 8 петель с этой, да, по центру. Поэтому 1, 2, 3, 7 петель я сейчас провяжу. Так же, как у меня все идет по рисунку. Где лицевые, там лицевые. Где изнаночные, там изнаночные. 4, 5, 6, 7. Вот. Главное, чтобы вот это была изнаночная у нас, которая вот останется. Потому что вот эта дорожка у нас с вами из 4 петель резинки, она у нас так и будет продолжать идти. Теперь мы начинаем закрывать. Я буду закрывать эластичным набором. Изнаночную мы сейчас провяжем ее, да. Теперь делаем накид, у нас лицевая от себя. Провязываем лицевую. Проводим ее через
накид. Вот, да, и через вот эту, которую провязали, мы изнаночную. Вот так. 2 раза мы ее проводим. А дальше у нас идет следующая изнаночная. Мы делаем накид на себя, провязываем изнаночную, проводим через накид и через петлю. Вот так. Вот это у нас, видите, уже остается с вами с этой стороны. Здесь начинаем мы закрывать. Вот. Здесь на второй спице мы точно так же 8 петель. Вы можете, чтобы не просчитаться, через 8 петель поставить маркер. Ну, вот на этой, например, можно не считать. Мы здесь сразу отсчитали 8 и закрываем, правильно, как бы, ну, удобно. А там нужно будет просчитывать, сколько петель мы закрыли. Но опять-таки же нужно, чтобы мы остановились на лицевой. Все у нас должно быть с вами симметрично. То есть вот так у нас там тоже край должен быть. Я про что? Я про другую спицу, да? Здесь мы лицевую, последнюю. Немножко пряжа слоится и немножко неудобно в этом плане. Вот. Сейчас я на эту петлю, ой, на эту спицу. Так, все это мы отпускаем. И дальше, да, вот смотрите, эту не считая, мы 1, 2, 3, 4. Вот они, мы их отсчитали, и вот у нас лицевая. Я поставлю маркер, чтобы не пройти мимо. Вот так вот, да. И вот эти 8 петель нам нужно будет закрыть. И, естественно, спрятать вот эту вот, которая у нас останется потом, петля 1. Пока закрываем, давайте, и встречаемся уже около маркера с вами. Вот закрыла я последнюю изнаночную, убираю маркер, и вот это будет у нас первая наша лицевая. Но нам нужно спрятать за нее нашу вот эту петлю, поэтому вот так мы сейчас 2 вместе провяжем и вернем на место ее. Она у нас будет вот спряталась, видите, будет наша лицевая. Все. В принципе, можно распределить петли на 2 спицы или же взять спицы с тросиком. Вот, да, смотрите, только не забывайте, что у нас идет наша кромочка из 4 петель. Вот она будет идти. Кромочная, изнанка, лицевая, изнанка. Это для того, чтобы наш край не закручивался. Здесь я сделаю аналогично. Тоже пересниму, буду вязать на 2 спицах. Здесь мы тоже не забываем про наши край. Про наш край. Вот она у нас идет кромочная, да, вот она. Потом изнанка, лицевая и изнанка. Вот. И это еще хорошо тем, вот эти вот изнаночные, они у нас будут как бы тоже такими служить маркерами, маячками. Мы здесь будем делать перед этой изнаночной, да, убавки. А в начале ряда, после изнаночной, будем делать убавки. Вот. С этой стороны мы будем провязывать 2 вместе с наклоном влево. А здесь 2 вместе с наклоном вправо. Но сейчас у нас начнутся с вами поворотные ряды. То есть туда-обратно лицевой, изнаночный. И обратите внимание, девочки, петельки у вас лицевые, изнаночные развернутся. Провязывайте их правильно, не перекручивайте. Вот, смотрите, это вот мы сейчас вяжем для мальчиков. Нам до паха, сейчас до паха нужно провязать расстояние до паха. В принципе, кто не хочет заморачиваться, можете просто прямо вязать, как вот оно идет по рисунку, прямо вязать. Там получается, если у нас сейчас с вами 12 сантиметров, то остается 3 сантиметра провязать прямо. Но кто все-таки как бы хочет немножко заморочиться, мы с вами сделаем убавки. В каждом втором, да, в каждом 4-м лицевом ряду. Через лицевой ряд. Вот смотрите, мы сейчас с вами сделаем убавки, да? Лицевой ряд провяжем, потом изнанкой вернемся. Потом лицевой ряд провяжем без убавок
и вернемся. А следующий, то есть, да, третий, через лицевой ряд мы опять будем делать убавки с вами. Вот смотрите, мы начинаем, да, мы провязываем наш вот этот вот край. Кромочную мы теперь снимаем, изнанка, лицо и изнанка. И у нас начинается идти полотно. Чтобы сделать убавку с наклоном влево, мы сейчас пока это то, что еще у нас петельки с вами не развернулись, да, но они должны быть повернуты вот так, да. Мы их провязываем вместе. Они будут повернуты, когда мы вот так, именно вот такой стороной, когда мы провяжем с вами изнаночный ряд. Провязываем 2 вместе за заднюю стеночку. И петельки у нас, видите, наклоняются влево. Все. Провязываем с вами ряд до конца и не довязываем несколько петель. То есть как бы вот 2 лицевые и нашу кромку вот здесь не довязываем и встречаемся. Вот смотрите, дошла я, да, до конца ряда. Получается вот наша кромочка с 4 петель и 2 мы не довязываем. Но сейчас, пока мы изнаночный ряд не провязали, петельки у нас стоят как нужно. Это мы потом будем их разворачивать, но сейчас они стоят как нужно. Они смотрят туда, налево, видите? Туда. Поэтому мы их берем за переднюю, за ближнюю к нам стеночку, вот так вот изнутри. Так. Провязываем 2 вместе, и у нас получается убавка с наклоном вправо. Видите, петелька туда поворачивается вправо. Все, провязываем нашу кромочку и вяжем изнаночный ряд. Кто вяжет изнаночные петли, например, так же, как и я, то у вас петли лицевые, в лицевом ряду лицевые петли, они развернутся. Вот так я вяжу. Видите, вяжу. Кто вяжет по-другому, вот так, то у вас лицевые петли так и не развернутся. Они так и останутся у вас, как в круговом вязании. Ой, вот, у меня они развернутся. И у тех девочек, кто вяжет именно как я. Все, смотрите, сейчас мы с вами провязываем изнаночный ряд. Лицевой ряд мы провязываем без изменений, все как у нас есть. А следующий лицевой ряд мы опять с вами встречаемся, и уже с развернутыми петельками я вам покажу, как делать убавки. А так вообще, да, так, ну вот на будущее девочкам, ну, рекомендую. Сначала посмотрите видео, да, не вяжите вот прям минута в минуту вот под мой голос. Вы посмотрите немножко хотя бы видео вперед, что там идет дальше. Да, как бы, чтобы потом не распускать или на меня не ругаться. Всегда смотрите видео немного вперед, чтобы понять, понимаете, чтобы понять, что происходит, что мы с вами делаем и о чем вообще идет речь. Вот. Так что сказала, что хотела, теперь вяжем и встречаемся с вами через один лицевой ряд. Итак, провязали мы с вами одну убавку, ряд с убавками, и один ряд лицевой без убавок. Теперь следующий ряд у нас будет с вами опять с убавками. Да, у некоторых, может быть, отличаться будет вязание, но у меня тоже иногда отличается, потому что как бы петельки переворачиваются, рука может тоже перевернуться. Дальше, смотрите, у кого петли развернулись, да, как у меня, они стали по-другому. Еще раз показываю, как сделать убавки. Теперь петли, видите, как стоят. То мы их перекручивали. Да, теперь они стоят так, как надо. Ну, сейчас для этой убавки. Мы их просто за заднюю стеночку вместе 2 петли провязываем. И все. Поворачивается она у нас влево. Там, на другом конце, нам нужно будет развернуть петли наоборот. Сейчас я довяжу до конца ряда и покажу вам. С этой стороны, видите, с этого края у нас петельки тоже развернулись. Они стоят вот именно что не как нам надо, поэтому мы их разворачиваем в другую сторону. Поворачиваем их вот этой стороной, да, чтобы они смотрели
влево. И теперь за ближнюю к нам, да, вот так изнутри провязываем лицевой. Вот. И у нас петелька сразу ложится с наклоном вправо. Это убавка с наклоном вправо. Все. Дальше мы вяжем с вами изнаночный ряд, потом лицевой ряд без изменения, а потом, девочки, мы с вами должны замериться, уже должно быть 15 сантиметров. Потом мы с вами встречаемся, к нам подключаются девчонки, которые вязали для девочек, и мы с вами уже будем формировать нашу попочку. Вот, смотрите, мы с вами выполнили, да, поставленную задачу, довязали до задней ножки, да, до паха, получается, да, до задней ножки. Девочки сейчас, да, вот на этом этапе, они выполняют действие, вот это вот, закрывают серединку. Там, где мы с мальчиками это делали, все точно так же, аналогично, также вот эти вот кромочные выполняют, вот перематывают, да, вот у нас с вами сейчас 15 сантиметров. Я померила 15 сантиметров. Теперь нам нужно формировать с вами попочку. Вот, то есть мы сейчас будем делать те же самые убавки, как мы с вами делали, да. Для девочек сейчас еще покажу раз. В каждом лицевом ряду. В каждом лицевом ряду. В начале ряда, вот здесь вот, да, после изнаночной, и в конце ряда, перед изнаночной. Все. А попочка обычно у собачек, она где-то от 6 до 8 сантиметров у маленьких и средних пород. Да? Я вам просто хочу как бы показать. Вот, да? Вот она получается 8 сантиметров. Но вот этот свитерок нам длинноват. Поэтому я буду вязать 6 сантиметров. Попочка у меня будет 6 сантиметров. Поэтому, смотрите, 2 сантиметра мы закладываем вот на эту резиночку. Вы как бы будете вязать, сколько вам нужно. Я просто принцип объясняю, да. То есть у меня будет 6 сантиметров, да, попочка. Значит, 4 сантиметра я вяжу с убавками, а 2 сантиметра я вяжу просто резинку. Точно так же распределяю резинку и вяжу резинку 1 на 1, может быть 2 на 2, там как душа у вас ляжет, да, но сам принцип, да, то есть все вот это расстояние будет составлять ваша попочка. У меня 6 сантиметров. Если у вас это 7, то значит вы провяжете с убавками 5 сантиметров, а 2 провяжете резинкой. То есть вот как бы понятно, да, вот и девочки сейчас, и мальчики выполняют вот это вот действие. Но девочкам сначала, да, прежде чем формировать попочку, нужно закрыть вот эти, мы закрывали с мальчиками 16 петель. Вы можете промотать видео немножко, да, назад и посмотреть, как мы это с мальчиками сделали. И приступать вместе с нами к убавкам. Да, то есть еще раз показываю. Мы провязываем наши вот эти кромочки, которые мы, как она, видите, у нас вот идет она из 4 петель. Также мы ее провязываем. У девочек эти петельки еще не перевернутся. У мальчиков уже развернулись. И все, мы в каждом лицевом ряду убираем одну петлю здесь, мы здесь убавку делаем, и с другой стороны, естественно, симметрично мы делаем все остальное, мы все провязываем лицевыми. Если у вас был какой-то рисунок, то, естественно, вы провязываете там, ну, свой рисунок, вот. А когда я провяжу 4 сантиметра с убавками, я перейду просто на резинку. Вот. Скорее всего, я буду делать резинку 2 на 2, потому как здесь у меня наверху была резиночка 2 лицевые, 2 изнаночные. Значит, и внизу я тоже ее просочетаю, тоже сделаю такую же резинку. Но на следующем этапе мы с вами, естественно, встретимся. Потом, когда нужно будет переходить на резинку, мы с вами встретимся. Просто, ну, у вас может возникнуть вопрос, да? А у нас же тут идет край 1 на 1. Край мы так и оставим. Никто нам не мешает его так оставить, этот край. Правильно же? Мы просто, я имею край вот этот в виду. Видите, здесь же у нас 1 на 1 идет. А здесь у нас пойдет 2 на 2. И у нас так задумано, да, как сейчас модно говорить, я так вижу.
Да? Сейчас все говорят, какую-нибудь фигню натворят, да, и говорят, а я так вижу. Вот видите, здесь мы петли переворачиваем и провязываем их вместе. Все. Так мы делаем в каждом лицевом ряду. Все, в добрый путь. Провязалась, смотрите, у меня нужная длина. Вы скажете, как узнала? Узнала элементарно. Смотрите, было у нас с вами 15 сантиметров до паха, да? Сейчас прикладываю 19. То есть мои 4 сантиметра как раз нужные, они провязались. Теперь я буду еще 2 сантиметра вязать резинкой. Резинкой я буду вязать 2 на 2. То есть вот здесь у меня будет идти 1 на 1, а вот после изнаночной сразу лицевые будут начинаться 2, 2, 2, 2. Прежде чем, если вы тоже собираетесь делать такую резинку 2 на 2, вы просчитаете сначала так прям, ну, вот так, да, как бы в уме, да, раз, два, ой, раз, два, лицо, изнанка, тра-та-та-та-та-та, и чтобы здесь у вас заканчивалось, естественно, 2 изнаночными. Вот тут, да, перед, ой, 2 лицевыми перед изнаночной, да. Если же у вас здесь остается опять 2 изнаночные, вот так вы считали, значит, еще 1 ряд с убавками провяжите, и все у вас как раз станет в нужную форму. Если вы вяжете 1 на 1, то вам придется где-то посередине убрать 1 петлю, чтобы сошлась резинка 1 на 1. Вот. Или же получится такой же случай, как вот здесь вот у нас. Ну вот, 2 сантиметра довязываем, будем довязывать, закрывать я буду точно так же, эластичным закрытием, вот, и потом будем с вами уже переходить к рукавам, потому что уже хватит, как бы, очень много времени мы здесь тоже с вами потеряли, а нам еще как бы делать рукава. Все, да, эту часть уже закончите самостоятельно, и встретимся мы с вами уже на рукавах. Итак, девчонки, смотрите, что у нас получилось, вот. Ну, у меня, по крайней мере, вы видите, что у меня получилось. Я не могу видеть, что у вас получилось. Я связала рукавчик, сейчас расскажу. Сейчас пока по нижней части. Вот видите, мы сделали нашу грудку, вывесили, да, что она у нас здесь вот как бы повторила форму грудки собачки, да. А у девочек это было бы вот так, да, а у мальчиков это пониже получилось. Вот, и вот такой вот низ. Он очень хорошо ложится по пупочке. Вот. Так что вот эта модель, вот эта вот, да, вот именно такого плана, очень хорошо для мальчиков. И садится она хорошо, и удобно здесь вот как бы регулировать вот это вот место для мальчиков, проблемное, скажем, да. А теперь, что рукава касается. Смотрите, я связала вот такой длинный рукав. Вот, да, повторила то же самое, как и на горловине. То есть у меня будет вот такой подворот. Вот. Такая концепция свитера. Вот. Как помните, да, давайте приступим к нашему рукаву. Мы откладывали сюда 26 петель. Мы возьмем с вами 4 спицы, а 5-я нам не нужна. И мы с вами набираем сейчас на первую спицу 9 петель. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас объясню, почему 9. Пока набирайте так 9, да, или пока просто посмотрите, не бегите впереди паровоза. Посмотрите, как я сделаю это, а потом уже вы сделаете, то есть, может быть так, а может быть лучше. Вот сюда мы набираем 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот так, да. Сюда у нас остается с вами 8. Ну, пока 7 у нас будет. 1, 2, 3. Так. 3, 4, 5, 6, 7. Ну, не забывайте про вот эти 2. Сейчас нитку можно вытащить. Вот эти 2, которые мы делали, петельки воздушные. Вот она, раз, и вот вторая. Вот они 2, раз, 2. Мы их сейчас будем с вами набирать. Мы 1 петлю наберем на первую спицу, 1 петлю наберем на последнюю спицу. Что для этого? Нам
нужно, естественно, рабочая ниточка. Кончик я оставляю побольше, вдруг если какие-то дырочки будут, чтобы потом этим кончиком можно было зашить. Но, видите, у меня получилось все как нужно, все аккуратно. И никаких дырочек не получилось, поэтому вот она, эта ниточка, вот видите, она тянется здесь. Вот, ее потом нужно просто будет там закрепить и убрать ее. Поэтому мы сейчас с вами этим и займемся. Смотрите, вот у нас эта петля, вот она. Вот так мы ее берем, видите? Вот петля, вот она идет, да, у нас пошла. Вот. Она состоит из двух половинок. Вот это и вот это. Мы прям так и поднимаем эту. И вот здесь из протяжки, вот, да, из протяжки, изнутри, вот эту достаем тоже. И сюда мы одеваем. Вот это у нас получается 10-я. Мы ее вместе провяжем. И вот эту еще одну, которую подняли, мы ее тоже вот так вместе провяжем. У нас с вами получится 10. Вставляю хвостик, прикладываю на палец. И как нам нужно, мы вяжем. Одна лицевая, еще одна лицевая. Только вот они, две, видите? Здесь мы их две провязали. Вот они. И здесь две вместе провязываем. Только здесь уже за вот такую стеночку, как нужно. Вот так, 2 лицевых, 2 изнаночных. Так мы с вами и идем. 2 лицевых, 2 изнаночных. И 2 лицевых заканчиваем. Да? Вот у нас 10 наших петель. Это не переживайте, это будет все подтягиваться. Поэтому хвостик пока у нас здесь. Теперь на вторую спицу. И обязательно, когда будете провязывать рукава, просчитывайте ряды. Потому что одинаковое количество должно быть как в этом, так и в этом рукаве. Естественно, правильно же, да? Вот, поэтому здесь я провязала 25 рядов. Здесь, естественно, тоже. Поэтому нужно просчитывать. Тут у нас закончилось 2 было лицевые. Поэтому 2 изнаночные петли. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые и 2 изнаночные. Сейчас мы на той спице точно так же с вами поднимем эти петли, чтобы они не образовали никакой там дырочки там или еще чего-то. Так, начинаем мы 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, и еще одну нам нужно изнаночную. Мы делаем изнаночную. Теперь поднимаем точно так же. Смотрите, сейчас вам так внимательно покажу. Вот и вот. Вот и вот. Это одна петля будет, но нам нужно оттуда взять, чтобы провязать нам было удобнее изнаночные. Эту и вот эту. Вот так, чтобы они туда смотрели. И также мы одну сейчас поднимем из протяжки. Вот так. С внутренней стороны. И тоже ее, развернем. Вот так. Вот. И провяжем одну. Их вместе нужно провязать. Это будет изнаночная у нас последняя. Вот так получается. Ну, как бы 3, да? Так вместе мы все провязываем. Все. Самое тяжелое мы с вами провязали. Эту ниточку, кончик пока мы подтягиваем. И все, садимся поудобнее и вяжем нужное количество рядов. Если вы не хотите делать подворот, ну, провяжите, например, 10 рядов. Посмотрите, если вам это достаточно, все достаточно. Закрывайте эластичным набором и все. Но я хотела именно, чтобы у меня был рукав с подворотом. Все, вяжем рукав и просчитываем, обязательно просчитываем ряды мы с вами. Вот. Видите, как бы вот эта петля, которая была первая, она будет вылазить, но мы ее потом изнутри, естественно, закрепим, и никакой дырочки у нас уже с вами не будет. Все будет аккуратно и красиво. Вот.
Это что касается нашего свитера. Естественно, сейчас я закончу. Естественно, я буду делать вышивку. Но это уже, девочки, будет другое видео, отдельное видео, потому что это и так получилось длинным видео. Да, но сейчас я закончу рукав, потом я сделаю вышивку отдельно, а потом приложу видео, как это на собаке, как всегда. Я все тестирую на своей собаке, поэтому обязательно досмотрите видео до конца, не бросайте, да, там скажете, ой, я все, это я знаю, это я умею, и все. Нет, досмотрите, посмотрите, может быть, вам не понравится, как это сидит на собаке, правильно? Вот, что мучиться-то, да, правильно? Вот, поэтому, кто захочет вышивку, тоже давайте присоединяйтесь, но это уже будет следующее видео, да, пока вяжем на расслабоне рукав. Вот, девочки, кто хотел фирменный зевок, пожалуйста, модельку показываю, как на собачке она сидит. Вот на спинке. Мамка, покажи, как на спинке. Вот так у нас на спинке. Вот так собака на собаке. Да? Она сидит, довольная. Встань, пожалуйста, покажу. Вот. Видите, для мальчика, вот видите, докуда мы с вами довязали. Но у нас как бы нету. Вот. И чуть-чуть можно было, наверное, покороче, хотя нормально все. Вот. Все нам нравится. Все замечательно. Здесь тоже все замечательно. Одевается все быстренько и хорошо. Так что вяжите, девочки, с удовольствием.